посмотрим небольшой репортаж из Владимирской области. Любопытно. Усадьба Муромцева. Редкая для средней полосы России по своему архитектурному решению дворянская усадьба. Выстроенная по заказу полковника лейб-гвардии Владимира Храповицкого в конце 19 века архитектором Петром Бойцовым. И вот как обходится с этим архитектурным шедевром у нас в стране. Давайте посмотрим, ребята. Сейчас я нахожусь в Муромцево, Владимирской области, и перед вами замок графа Храповицкого. Сейчас он находится вот в таком вот жутком состоянии. Например, в начале 20 века он выглядел вот так. Основная причина того, что стало с этим замком, это, конечно же, местные жители, их халатное отношение, воровство. Сейчас я подхожу к центральному входу. Недавно замок оградили забором, дабы защитить памятник от вандалов до начала реставрации. Сейчас мы дошли до одного из домов, кирпичи которого уж больно похожи на те кирпичи, из которых была построена конюшня. Скажите, пожалуйста, дом построен, уж больно кирпичи от этого дома похожи на кирпичи конюшни. Совпадение ли это? Нет, это была кузня его. А, это была его кузня. Здравствуйте. Здрасте. Вот у меня к вам такой вопрос. Мне тут говорили по поводу того, что вот замок Храповицкого тут полностью разворовали. Скажите, пожалуйста, вы сами-то как давно к этому руки прикладывали? Куда? К разворовыванию замка. Продавали чего-нибудь? Отсюда. Ребят, ну вы себя очень некультурно ведете. Я в своей зоне. Идите отсюда. Хорошо. Даже так. Отлично, прекрасно. Я бы охарактеризовал эту ситуацию каламбуром. Ну-ка. Каламбур, как известно, крепкое сатирическое оружие. Так. Пока местные власти давали Храповицкого... О, браво, да. Тут непонятно вообще, кто больше виноват. Администрация, которая на это на все наплевала. Хотя здесь, между прочим... Я вот на самом деле, да, извините, я на местных жителей бы вот не надо роптать. Вот что вот такое говорите, вот разворовали. Может быть, они и не разворовали, это же исторический памятник. Да. Они скромно по кирпичику из стены, чтобы не потерять наследие, так сказать, вынули в свои стены, вставили, чтобы под присмотром, так сказать. Да. И все. Дим. И каждый лично сохранил частичку своей культуры. Дима, ты видишь, и они же ведь еще разбираются, Конечно. да? Вот корреспондентка спрашивает, это вот вы из конюшни брали кирпич? Он говорит, нет, из кузни. Нет, да. Он И когда начнется когда восстановление, реставрация. когда кликнут клич, Да. приедет... узникрады кто? Мы. Мы несем, да. Сейчас искусство. интересно, кто вообще надоумил местных жителей на то, чтобы... Ну, слушайте, это ну, алкоголь, во-первых. Я думаю, Главный советчик. генерал как бы- алкоголь. у нас таких военачальников полно, кто может вдохновлять товарищи на такие дела. Друзья мои, давайте продолжим исторические экскурсы. Этот замок построили в 1906 году, представьте себе. В 1906 Да. То есть 10 годков Храповицкий пожил спокойно. И тот... Но опять же, смотрите, как давно построили. Вот сколько лет стоит, да сколько лет уже его разворовывают, и до сих пор есть что украсть. Вот строили. Вот так, раньше-то, да. Сейчас не так. Раньше-то сейчас. Сейчас, да, сейчас шлагбаум убрал, за день дома нет. Еще чуть-чуть пройдет, вот буквально пару месяцев, и ничего не возьмешь в наш город Глупов, Я потому боюсь, что все да. растащат. На самом деле, по данной проблеме я хочу упомянуть еще один факт. Совсем недавно, в апреле, Лефортовский суд Москвы наложил арест на заместителя министра культуры Российской Федерации Григория Перумова. Знаете, по какому делу? О хищении государственных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. То есть, возможно... Мне кажется, здесь есть прямая связь, ребята. То есть, думаешь, Перумов тоже кирпичиком здесь разжился, Но да? это я не могу. Для дачки для своей. Ну а чего? Это мы не можем утверждать как бы до суда и следствия, но то, что такие вещи не происходят случайно, вот так вот не совпадают, я в этом абсолютно уверен. Мне кажется, кстати, будет правильно вообще не реставрировать это. Вот, ну, может, я эту глупость скажу, но если вот такой памятник культуры не реставрировать, то мы, проходя, будем видеть, какая у нас культура. Только надо его переименовать из памятника культуры в памятник культуре. Культуре. Всё.
Короче, берем на карандаш замок Храповицкого в деревне Муромцево. Мы понимаем, что это не свалку убрать, конечно, с детской площадки и даже не пустить воду в бассейн. Это гораздо сложнее, дороже там в миллион раз. Но карандаш у нас тоже толстый и длинный, поэтому мы будем следить и добьемся, в конце концов, позитивных сдвигов.